Всем привет, меня зовут Павел Роберт, я занимаюсь реал-тайм графикой, моушн дизайном и создаю разный диджитал арт. Работал в нескольких видеопродакшн студиях и сейчас занимаюсь разными коммерческими проектами, где очень активно использую Touch Designer. Сегодня я хочу вам рассказать, как я использую Touch для проектирования своих будущих инсталляций. Часто Touch Designer используют как средство для создания графического контента, но помимо этого его также можно использовать как пространство для экспериментов своих идей и создания превьюзов под площадки. В одном из своих проектов я попробовал смоделировать ситуацию, где используется 3D мэппинг, имитируя проекцию, которая подает картинку сразу на фигуру внутри моей сцены. При этом вся проецируемая графика создается прямо внутри тача. Для этой задачи я использовал камеру, которая видит только геометрию моей фигуры. Эта картинка проходит через разные ветки эффектов, собранные отдельно, и затем при помощи направленного источника света Conlight подается обратно на фигуру, тем самым имитируя проектор. Имея такой сетап, можно сразу представить, как это будет выглядеть еще до этапа реализации, просчитать риски появления нежелательных теней на фигуре, в случае если проектор будет размещен под углом, и позволяет экспериментировать с контентом, имея более приближенное представление о результате. Особенно это удобно, когда в коммерческом проекте вам нужно продемонстрировать заказчику свою идею и то, что вы будете запускать на самом мероприятии, а также, если необходимо, быстро внести изменения в уже существующий проект, так как весь контент строится на геометрии, которую видит камера из точки проекции. Помимо 3D мэппинга я также попробовал создать разного типа инсталляции, например, кинетический потолок с массивом из ламп, где каждая из которых может подниматься и опускаться благодаря сервомоторам. Используя инстансинг, я могу создавать разные анимационные сценарии для этой инсталляции, используя всего лишь видеотекстуру, где интенсивность белого цвета будет влиять то, насколько высоко поднята каждая из ламп, и что самое удобное, вся эта информация конвертируется в набор данных, готовых для отправки на реальную конструкцию. Также тут у меня есть большой медиаэкран с интерактивной панелью, на которой имеется интерфейс для взаимодействия с контентом на экране. Вся логика, контент и сам интерфейс собраны прямо здесь и имплементированы в этот сетап, позволяя мне работать и видеть результат сразу на нескольких уровнях взаимодействия, а при необходимости настраивать каждый из элементов контента на экране в зависимости от задачи. И еще одной особенностью является то, что мы можем получить карту глубины с виртуальной камеры внутри нашей сцены, что позволяет имитировать Kinect и создавать проекты на основе этой механики, не имея самого Kinect. Получаемый результат с этой камеры я сразу применяю как текстуру для виртуального медиаэкрана перед фигуркой человека. Все эти приемы помогают мне более эффективно справляться со своими задачами и тестировать свои идеи еще на стадии прототипа, используя такой мощный инструмент, как Touch Designer.